Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я хотела бы рассказать вам о нашем втором закрытом канале на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент, те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать, друзья. Для этого существует второй закрытый канал на Бусти. Для тех, кому неудобен Бусти, кто не хочет регистрироваться на таких платформах, как Бусти, есть закрытый телеграм-канал. Вы пишите мне, пожалуйста, в личку, там все те же самые расклады, что и на Бусти. Личка у меня указана в комментариях под любым видео. Те же самые видео, также 299 рублей в месяц для тех, кто не хочет регистрироваться на Бусти. Ну а я хотела бы поблагодарить всех тех подписчиков, которые с нами на закрытом канале уже с прошлого года. Друзья, помогайте нам становиться лучше. Благодаря вам мы публикуем новый, сочный, интересный контент, который нельзя публиковать здесь по причине цензуры, но о котором невозможно молчать. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Спасибо вам, что вы есть у нас. Напоминаю вам также о том, что у меня есть личные расклады, обряды. Мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами, личными раскладами, а также по вопросам обучения на картах Таро вы можете обратиться ко мне в личку. Личка указана в комментариях под любым видео. Сегодня с нами карты «Темный особняк». Почему-то именно эту колоду я захотела взять на расклад о Григории Распутине. И расклад у нас, конечно же, сегодня о нем. Григорий Ефимович Распутин – сибирский крестьянин, который приобрел всемирную известность благодаря дружбе с царской семьей императора Николая II. Негативный образ Распутина использовали в революционной, а позднее в советской пропаганде. Так кем на самом деле был Распутин? Мошенником, целителем, божьим человеком. Как прошло его детство и как в действительности фигура Распутина могла повлиять на царскую Россию? И кто, а главное, за что его убил? Давайте узнаем. Начнем, конечно же, с характеристики личности и с основной сути этого человека. Карты, покажите нам, пожалуйста, характеристику личности и основную суть Григория Распутина, сибирского крестьянина, который дружил с семьей Николая II. Покажите нам, пожалуйста, характеристику личности, основную суть Григория Распутина. Какова основная суть этого человека? Карта справедливости. Человек идейный, человек, который любит направлять, человек, который ставит перед собой цели, ее достигает всегда, чего бы ему это ни стоило. Возможно, даже через несправедливость и через хождение по головам, скажем так. Однако справедливость здесь у нас четкая, правильная, объективная. Она выражает свою идею духовную, свою мысль, и он свою идею пытался донести в массы. Но во что бы ему это ни стоило, во что бы ему это ни вылилось. Наглый, достаточно яркий, темпераментный, необузданный, не любящий ходить под струнку, не марионетка точно, то есть это как самостоятельная фигура. Но я не могу сказать, что он был самостоятельной фигурой в царской России. Мы еще не добрались до вопроса, был ли он чьим-то проектом. Однако он ставил себя так, что никто не смел его ослушаться. Его очень ценили, его любили, уважали до поры до времени, конечно же. Да? Справедливость – это карта четкого человека, который ставит перед собой определенные цели, их достигает, его все слушают. Он собирает толпы, он может собирать те же самые стадионы в наше время, да? И вещать. Вещать, он любит, когда на него обращают внимание, он любит выносить вердикт определенный и любит говорить, что и кому делать. Здесь есть некая психологическое расстройство, скажем так, прослеживается бред величия или мания величия по-другому. Вот такая характеристика личности и основная суть этого человека. Каким было детство Распутина? О детстве очень мало нам известно. Ну, вообще, как в целом о Распутине, да, в основном о нем только мифы и легенды слагают. Каким было детство Распутина и каким ребенком он был? Каким было детство? Каким было детство Григория Распутина и каким ребенком он был? Каким было детство Григорий Распутин? Давайте прям несколько карт вытянем. И каким ребенком он был? Каким было детство Григория Распутина? У него был определенный шанс выбиться в люди. Я вижу здесь туз пентаклей, я вижу здесь короля мечей, через какого-то мужчину, через короля жесткого, тираничного, узурпатора. Он мог продвинуть себе место на сцене, скажем так. Но по двойке пентаклей он то мог поймать этот шанс и забрать его,
то думал, может быть, мне пойти своей дорогой, или, может быть, мне все-таки этот человек поможет, да. Здесь как будто бы фигура либо отца, либо какого-то другого человека, властного человека, который стоит над Григорием с самого детства. Но Григорий такое ощущение, как будто некоторое время не понимал, что у него есть такой огромный шанс, что он может его взять. Каким еще было детство Григория Распутина? Давайте посмотрим. Паш мечей, защищался много, может быть, много дрался, потому что Паш мечей – это человек склочный, со склочным характером, постоянно с мечом в руках, не в буквальном смысле этого слова, а может быть и в буквальном, да, такое ощущение, как будто любил, возможно, острые предметы, носил их с собой, защищался от кого-то. Почему? Потому что булили, вполне возможно, в детстве, или, возможно, он сам был таким хулиганом. Каким еще было детство Григория Распутина? Давайте посмотрим. Тяжелым, десятка жезлов, да, пришлось нести на себе что-то в прямом смысле этого слова физически, да, возможно, физически помогал отцу с матерью, а возможно, просто гнет, нужда, нищета вполне возможно по десятке жезлов, и ему было тяжело это пережить. Однако у него всегда был шанс, который он думал, взять ему и не взять. Это, скорее всего, не отец, это другой высокопоставленный человек, который ему что-то предлагал. Вполне возможно, что Григорий этот шанс взял, и поэтому он оказался у Николая II, но мы сейчас узнаем. Каким ребенком был Григорий Распутин? Королева мечей, рыцарь мечей, я же говорю, склочным, с характером, однако по королеве мечей очень эмоциональным, то есть женские черты в нем прослеживались. Скорее всего, он унаследовал их от матери, несмотря на свою жесткость, несмотря на свою настойчивость, напористость, постоянно вступающего в драку человека. По королеве мечей он все-таки крайне эмоциональный, чувствительный, и по королеве мечей здесь уже прослеживается его характеристика личности по справедливости, которую мы с вами вытянули. Очень справедливый человек, любил, когда все по справедливости происходит. Ну и немного надменность в нем присутствует, даже в детстве, друзья. Вот таким было детство Григория Распутина. Мы теперь понимаем, что был какой-то высокопоставленный человек, который имел виды почему-то именно на этого мальчика. Хорошо. Что в детстве, какие, возможно, события в детстве повлияли на его становление личности? Какие события в детстве Григория Распутина повлияли на его становление личности, на то, каким он стал во взрослом возрасте? Какие события, травмирующие, может быть, события в детстве Григория Распутина могли повлиять на его становление личности в уже взрослом возрасте? Возможно, травмирующие это были события. Какие события? Действительно, травмирующие. Пятерка пентаклей, потеря кого-то, или пятерка пентаклей здесь выражение духовной нищеты или моральной нищеты. Здесь потеря кого-то или потеря своего собственного духа, своей собственной русской силы, либо потеря в прямом смысле этого слова пентаклей. Не было пентаклей, не было денег, и, возможно, из-за того, что не было денег, это повлияло на его становление личности уже во взрослом возрасте. Он хотел побольше, да, либо побольше заработать, либо побольше взять, потому что в детстве была нищета. Пятерка пентаклей, да, хочу больше денег. Четверка пентаклей, пятерка пентаклей, денег нет. Четверка пентаклей, хочу больше, хочу сгрести в свои лапки побольше денег. И именно вполне возможно, поэтому он согласился на тот самый шанс, что давал ему некий король мечей, человек из власти, как мы понимаем. Итак, какие травмирующие события повлияли на его становление личности? Все-таки человек любил деньги, любил власть, корыстный был до этого, справедливый, но корыстный. Несмотря на характеристику личности, по пятерке пентаклей денег не было, и поэтому хотелось больше. Паш Пентаклей. Имел меньше, да, имел мало, а хотел больше. Паш Пентаклей — человек, который только-только начинает получать какую-то денежку. Обратите внимание, что все у нас про деньги, все у нас про пентакли, про золото. Хочу больше, значит, пойду туда, где мне заплатят хорошо. Да. Тройка жезлов, пойду, найду определенную дорогу. Девушка тут выбирает дорогу, куда ей податься, куда ей пойти-поехать для того, чтобы у нее были пентакли. И тут он выбрал путь, выбрал дорогу для того, чтобы получить побольше денег, друзья. Хорошо, надеюсь, я вас не заговорила сейчас. Правда ли, что Распутин был человеком, жившим по Божьим законам? То есть он хотел помогать людям, соблюдал аскезы, молился, или же он лицемер, преследующий свои эгоистичные цели? Давайте узнаем, правда ли, что Григорий Распутин был человеком, жившим по Божьим законам, что он хотел помогать людям действительно, что он соблюдал аскезы, молился. Действительно ли Григорий Распутин был Божьим человеком? Или он все-таки был эгоистичным человеком, который преследовал свои цели какие-то определенные, корыстные? Правда ли, что он был Божьим человеком?
восьмерка пентаклей, семерка пентаклей, везде деньги, да, он, Божий человек, он не смотрит только на деньги, только на ресурсы, здесь не только деньги, здесь и ресурсы можно еще иметь в виду, да, но все-таки я здесь не вижу старших арканов, я не вижу здесь приближенности к высшим силам, понимаете, здесь нет аркана страшного суда, и здесь нет аркана справедливости, той же самой умеренности, здесь есть восьмерка пентаклей, я работаю для того, чтобы по семерке пентаклей получить какие-то определенные плоды своего труда, но здесь не о Божьем промысле, здесь о себе любимом. Или все-таки он был лицемером, преследующим свои эгоистичные цели. Здесь карта императрица, я хочу завоевать весь мир, или какую-то определенную страну. Или тут конкретно про императрицу, я хочу подобраться к императрице для того, чтобы по шестерке пентаклей иметь какие-то определенные барыши, да, то есть она мне дает какой-то определенный барыш, и я поднимаюсь и выбиваюсь в люди. Здесь конкретно вполне возможно о императрице речь, к которой он, собственно говоря, и приблизился, ну, как говорят по истории. Да? Мы сейчас узнаем. Итак, мы понимаем, что Григорий Распутин преследовал какие-то свои определенные эгоистичные цели, корыстные цели. Не могу сказать, что он был хорошим или плохим, просто вот он шел к какой-то своей выгоде. Распутин – это самостоятельная фигура или это проект спецслужб? Давайте узнаем. Карты, скажите нам, пожалуйста. Распутин, Григорий – это самостоятельная фигура. Григорий Распутин – это самостоятельная фигура. Это самостоятельная фигура. Или Григорий Распутин – это проект спецслужб. Самостоятельная ли фигура? Самостоятельной фигурой он не смог бы стать по причине своей излишней чувственности и эмоциональности. Его по колеснице и по королеве мечей нужно было вести. В нем была жесткость, в нем была холодность, в нем был твердый, уверенный взгляд, гипнотический, как о нем говорили, но все-таки по колеснице его должны были вести какие-то лошади, да, то есть он повозку ведет не сам, а его ведут. Все-таки колесница – это у нас повозка, не машина, за рулем которой мы сидим, а лошади, которые нас везут и мчат далеко-далеко. Был ли Григорий Распутин чьим-то проектом? Его рассматривали очень долго, карта Маг, для того, чтобы он стал определенным проектом. Помните, король мечей у нас вышла, верховная жрица. Ну, конечно, это тайна. Это тайный проект, это проект спецслужб. Верховная жрица – это женщина, которая хранит определенную тайну, работает на какие-то определенные структуры. А карта Маг еще говорит вполне возможно о каких-то, ну, здесь не о темных силах речь все-таки, здесь именно спецслужбы, которые выявляли и которые... Именно его почему-то заметили, причем его заметили с малых лет, как с детства или с подросткового возраста заметили именно Григория. Именно поэтому могу смело утверждать по двум старшим арканам, первому и второму, то, что Григорий Распутин является проектом спецслужб. Сам он мог бы стать самостоятельной фигурой, если бы не его излишняя чувственность, эмоциональность и приближенность почему-то к матери, именно к женской фигуре, либо он очень любил женщин. Далее смотрим. Цель проекта. Как именно Григорий Распутин должен был повлиять на судьбу царской империи, царской России? Цель проекта под названием Григорий Распутин. И сейчас мы узнаем, настоящее ли имя и фамилия Григорий Распутин. Цель проекта под названием Григорий Распутин. Цель проекта. Какую цель преследовали? Под проектом Григорий Распутин спецслужбы. Влияние на массы. Влияние на массы, на империю и, в частности, почему-то на женщин. Почему на женщин? Потому что рыцарь кубков – влюбленный мужчина, влюбленный в королеву жезлов, то есть влияние на женщин, как гипнотизирует женщин почему-то. И влияние конкретно через женщину, заход в императорскую семью. Для чего? Паж кубков, я же говорю, рыцарь кубков, паж кубков. Через любовь, через внимание к женщине, через заход, через женщину, простите меня за тавтологию, да, именно влияние на императорскую семью, на царскую Россию в целом, да, для того, чтобы случилась четверка мечей, для того, чтобы был какой-то развал, что-то нужно было развалить. Четверка мечей, либо императрица должна была остаться одна, тут как императрица остается одна, или царская Россия остается одна, без императора и без императрицы, понимаете, да, о чем речь, как развал империи.
Да, развал империи. Карта 20-го старшего аркана, страшный суд. Все пляшут на костях. Должен был кто-то умереть, но почему-то не получилось. Не срослось, потому что страшный суд еще говорит о том, что здесь не вышла смерть, да, здесь не вышла трансформация. Здесь что-то не срослось, не получилось. 20-й аркан еще говорит о сне, о том, что это не наяву, а во сне. То есть они это планировали, они это предчувствовали, они хотели это исполнить во главе с Григорием Распутиным, но у них что-то не получилось. И, скорее всего, поэтому пришлось его убирать. Но мы еще посмотрим дальше. Здесь нужно было что-то развалить, друзья, с помощью вот этой фигуры и заход через императрицу или заход через женскую фигуру к царской России. Почему-то именно через женщину. Как на самом деле Николай II относился к Григорию Распутину? Как на самом деле? Учебники истории нам могут сказать все, что угодно. И средства массовой информации в том числе, мы проверяем только теории с вами. Как на самом деле Николай II относился к Григорию Распутину? Как на самом деле Николай II относился к Григорию Распутину? Он знал, что Распутин темная лошадка и что-то скрывает. Он это прекрасно знал, либо он и сам в этом участвовал, да, мы помним мой расклад про Романовых, где-то здесь появится, посмотрите обязательно, кто такие Романовы, и вообще расстреляли ли царскую семью, но по семерке мечей Николай II знал и предчувствовал, или знал точно, что Распутин не тот, за кого себя выдает, и что он что-то забирает или хочет забрать из царской империи. Как на самом деле он относился? Знал о его тайных похождениях к женщинам или к женщине, которую любил. Вполне возможно, что действительно у Распутина и императрицы были какие-то совокупления, скажем так, да, потому что королева кубков, верховная жрица, знал тайну, но почему-то об этом никому не рассказывал. Почему, интересно? Знаете, тут так интересно, Николай II его ненавидел, но в то же время он относился к нему уважительно, потому что он понимал, что у Григория есть какие-то определенные знания, которые могут ему по справедливости помочь. Вот есть у него знания, научные знания, темные знания, называйте как хотите, да, которые могли помочь царской семье, но он знал, что он что-то у него забирает, а забирает любимую женщину, пожалуйста, да, забирает у меня любимую женщину и спит с ней. Но это нужно для обнуления. Это нужно для обнуления, либо для рождения ребенка, даже наследника, да, это странно звучит, но здесь вот об этом речь. Либо для того, чтобы у нас потом родился наследник. По рыцарю Пентаклей наследник без болезни, не так, как цесаревич Алексей, да, родился с болезнью крови. Вот здесь по рыцарю Пентаклей у нас потом родится наследник после того, как Григорий Распутин переспит с моей женой, да, вот здесь почему-то. Но по отшельнику ничего не получалось, все встало на месте. Все стало не так, как я того хотел. Он что-то у меня активно забирал мою любовь, мою супругу. Как он относился к нему, двояко он относился, он его ненавидел, уважал в то же время, а в одно время думал, что он может ему помочь с супругой и с деторождением. Но что-то не случилось и что-то не срослось, друзья. Здесь вот об этом речь. Были ли у Распутина сверхспособности на самом деле? Были ли у Григория Распутина сверхспособности? Были ли у Григория Распутина сверхспособности? Посмотрим, если да, то какие. И не было ли у него сверхспособностей, и он всех дурил? Были ли у Распутина сверхспособности? Не было у него никаких сверхспособностей, он просто трансформировал общество своей умеренностью, уверенностью в себе. Он был так уверен в себе, что все люди думали, что он какой-то необыкновенный человек, друзья мои. Поэтому здесь я никаких сверхспособностей не вижу. Здесь я вижу карту жертвы повешенного, но здесь жертва не в его случае, а он ставит жертвой людей и обстоятельства, которые его окружают. Повешенный здесь себя прекрасно чувствует. Он в роли паука. Паук, который заманивает в свои сети несчастных по четверке мечей людей, особенно несчастных, которые верят ему, да, и которые, возможно, имеют какие-то проблемы. Четверки мечей почему-то вот именно проблемных людей он мог собирать вокруг себя и втирать им в уши, как говорится. Человек, который мог трансформировать по смерти общество, и человек, который был настолько уверен в себе, что он создавалось полное ощущение того, что у него есть какие-то способности. На самом деле способностей никаких не было. Есть человек-трансформатор, который вокруг себя собирает общество, вот как Гитлер, да, но в Гитлера вселялись темные сущности, а здесь нет темных сущностей, здесь просто хороший проект спецслужб, который вполне возможно нужно было убрать. Ну и если нет, то как ему удавалось создать образ чудотворца и предсказывать определенные события?
Карта дьявола, карта аддикции, он чем-то привязывал к себе. Он привязывал к себе, люди ему что-то давали, люди давали, возможно, ему какой-то предмет или какая-то денежка попадала в руки Григория от определенного человека, и все. И он привязывал к себе массы, в основном он привязывал к себе женщин, карта императрица. Почему-то мне все время показывают императрицу, но императрица это еще беременная женщина на сносях. Либо он имел дело с беременными женщинами часто, здесь вот так показывают, да, здесь есть какие-то привязки вполне возможно сексуального характера к женщинам, через женщин он воздействовал на целый свет, то есть мужчины его ненавидели, женщины обожали, но так как их женщины обожали этого Григория, и женщины действительно думали, что у Григория есть какие-то знания, верили через женщин и мужчины, понимаете, да, женщина была ростком того, что ему доверяли, и какие-то предметы, оказавшиеся в руках у Григория от определенных лиц, почему-то они, это не магия, почему-то они особенно сближали Григория и этих людей, да, чьи вещи он брал в руки. Вот здесь вот об этом речь. Здесь привязанность по дьяволу, и здесь сексуальные привязки есть. Не было у него никаких сверхспособностей, это просто, как я уже сказала, хороший проект. Хороший, который умело манипулировал людьми, который был у себя на уме, человека мания величия, бред величия, а здесь синдром Бога и с бредом величия, тем более можно очень уверенно в себе себя чувствовать, да, и кажется, что у тебя уже есть сверхспособности. Отношения Распутина с царицей, правда ли, что они состояли в интимных отношениях? Отношения Распутина с царицей. Правда ли, что они состояли в интимных отношениях? Отношения Григория Распутина с царицей. Правда ли, что Распутин и супруга Николая II состояли в интимных отношениях? Правда ли это? Деньги, деньги. Деньги, деньги. Много. Почему здесь про деньги прослеживается? Обман. Опустошение. Это необходимо было для чего-то. Да, карта колесницы первая показывает сразу, что да, интим был. Да, но это почему-то по десятке мечей не принесло никакого успеха, а должен был быть какой-то успех. То есть он как-то обманул. Он как-то обманул царскую семью и императора, который знал, что он спит с его супругой, как это ни странно, и императрицу, которая понимала, что она должна что-то получить взамен после того, как она переспит с Григорием. Но ничего не вышло по четверке кубков. Он обманул и что-то получил. Возможно, какие-то деньги получил за это, за то, что переспал с чужой супругой. Пятерка пентаклей, карта нищего духом человека. Получил нищий духом человек деньги за то, что действительно интимная связь состоялась. Но по десятке мечей не привела ни к какому успеху. Пятерка мечей, карта обмана. Паш пентаклей, это должно что-то новое было уродиться. Но по четверке кубков ничего не получилось. Ничего не вышло. Хотя было совершенно другое решение проблемы. Но императрица на нее никак не отреагировала. Здесь действительно была интимная связь, но я не могу сказать, что это была долгосрочная какая-то связь. Я могу сказать, что это были какие-то прерывные по колеснице интимные связи, после которых он обещал, что вот что-то получится. Вот что-то у тебя получится. Возможно, ты родишь еще одного сына, да, потому что Паш Пентаклей выходит. Паш Пентаклей еще здоровый ребенок. И все у вас будет хорошо, у вас родится здоровый мальчик. Но здесь ничего не вышло. Но узнали об этом слишком поздно. Императрица поняла об этом слишком поздно, Николай II понял пораньше, чем императрица. Здесь об этом речь, друзья. Хорошо. Действительно ли Распутин устраивал оргии, показывал в общественных местах свои гениталии, или это выдумки? Действительно ли Григорий Распутин устраивал оргии, показывал в общественных местах свои гениталии, или это все выдумки? Действительно ли Григорий Распутин устраивал оргии и показывал в общественных местах свои половые органы, или это все выдумки? Здесь отчасти, друзья. Здесь что-то придумали, да, то есть что-то навертели, накрутили. Но по двойке жезлов, двойка жезлов это психологическое расстройство, когда человек хочет показать больше, чем он на самом деле может. Сюда же может входить эксгибиционизм, да, то есть вполне возможно, что он действительно показывал свои гениталии, однако не соображал, что он делает. Но по тройке жезлов здесь немножко накрутили, навертели. Я не вижу здесь пока оргии. Туз мечей я вижу человека, который защищает какие-то свои права и свои пространства. Из-за того, что он их защищает или защищает свое пространство, он показывает гениталии. То есть эксгибиционизм это тоже психопатическое расстройство личности. Рыцарь кубков, да, были связи, но я не могу сказать, что были прям оргии. То есть здесь не вышло таких карт.
Паж кубков, рыцарь кубков, он был очень любвеобилен. Я не вижу здесь много женщин, не вижу. Я вижу здесь то, что в основном он говорил о себе, что я герой-любовник. То есть он в основном хотел показать, какой я, как все хорошо у меня в интимном плане, но все-таки человек с психопатическими расстройствами личности, которого очень легко завербовать, кстати говоря, именно с этими расстройствами, с бредом величия, с синдромом Бога, эксгибиционизм тоже туда входит, в принципе, почему нет. Но не вижу здесь я женщин, женщины отвернутые, вполне возможно, что были предложения к женщинам, но они не соглашались. Я не вижу этого, друзья. Поэтому скорее это миф, чем правда. Следующий вопрос. Были ли двойники у Распутина? И если да, то для чего? Кто-то поговаривал, что были. Были ли двойники у Григория Распутина? Были ли двойники у Григория Распутина? Был какой-то обман, но опять был какой-то обман в сторону женщин. Почему-то вот везде, вот где его фигура, везде мелькают женщины. Он искусно обманывал женщин, и вполне возможно, что двойники, которые хотели насладиться женским обществом, он отсылал к ним похожих на себя мужчин, то есть к женщинам, да, колесо фортуны, колесо вертится, десятка – это удача, да, еще десятка по колесу фортуны именно здесь – это удача. Удачный день у меня сегодня, пойду-ка обману какую-нибудь королеву пентаклей, да. Здесь карта влюбленный, третий лишний. Вполне возможно, что он менял себя с какими-то похожими мужчинами, но это не были двойники именно для царской России, друзья. Это были двойники, которые он подкладывал в постель каким-то женщинам. Здесь вот все сквозит женским обществом. Вокруг него было очень много женщин, действительно, но он далеко не с каждой спал. Вот в чем здесь дело, да, двойники могли быть только если я хочу быть похожим на тебя, давай я тоже надену бороду, скажу, что я Григорий Распутин, хотя он был такого достаточно солидного роста, да, что подменить его, казалось бы, не представлялось вероятным, но женщины некоторые покупались на эту уловку. Пятерка мечей здесь говорит о том, что все повержено, да, что все враги повержены, что я там кого-то обманул, перехитрил. Здесь вот об этом речь. Ну, вполне возможно, да, но здесь двойники не для царской России. Здесь был один единственный Григорий Распутин, который действительно вершил какой-то суд над обществом и над императорской семьей. Действительно ли 17 декабря, 30 декабря по новому календарю 1916 года Григория Распутина убили? Действительно ли 17 декабря, 30 декабря по новому календарю 1916 года Григория Распутина убили? Правда ли это? Действительно ли погиб Григорий Распутин 17 декабря 1916 года? Тройка мечей, действительно, как сердце, да, сердце остановилось, тройка мечей, предатели. Действительно, человека не стало. Давайте еще одну карту вытянем. Действительно, 17 декабря 1916 года Григория Распутина убили. И тройка мечей – это именно убили, да, правда, рыцари мечей напали, убили, предатели, те, кого он, кстати говоря, знал хорошо, да, и от кого он, кстати говоря, не ожидал ни в коей мере такого подвоха, такого предательства. Здесь вот об этом речь. Верна ли официальная версия, что убили Григория Распутина граф Юсупов и его заговорщики? Верна ли официальная версия, что убили Григория Распутина граф Юсупов со своими заговорщиками? Действительно ли это так? Действительно ли убивали Распутина граф Юсупов со своими заговорщиками? Карта Солнца, 19-й старший аркан, говорит, что да. Был кто-то влиятельный еще со стороны. Две карты Солнца, кстати, в этой колоде интересно, что есть два старших аркана Солнца, 19 старших аркана, и два старших аркана Луна, 18 аркана. Кто-то следит за ними, то есть кто-то им скомандовал сверху убить Распутина. То есть они не сами этого хотели, это не их какая-то зависть. Это не их мотив, это мотив какого-то человека сверху, человека из структуры, из власти и так далее. Да, действительно, Юсупов, его заговорщики и кто-то сверху скомандовал. Хорошо, участвовал ли в убийстве офицер британской разведки Освальд Рейнер? Участвовал ли в убийстве офицер британской разведки Освальд Рейнер? И потом узнаем, каков мотив убийства. Участвовал ли в убийстве Распутина офицер британской разведки Освальд Рейнер?
Тут, скорее всего, знаете как, Освальд Рейнер не принимал активного участия. Здесь я смотрю со стороны. Смотрю со стороны, как все получится. Или, знаете как, не смотрю со стороны, а наблюдаю. Или стою, как у нас говорят, стою на шухере, да? Стою на шухере, наблюдаю, чтобы ничего не произошло, чтобы никто не зашел, чтобы нельзя было подкопаться. Вот здесь вот об этом речь. Я наблюдаю со стороны. Король кубков, кстати говоря, говорит о том, что он один из главных был в этой команде. Тройка жезлов, наблюдаю со стороны, думаю, подойти, не подойти, смотрю, чтобы все прошло идеально, да, по двойке жезлов, чтобы не было каких-то лишних глаз, паш пентаклей, потом что-то за это получаю, какую-то денежку, возможно, какую-то небольшую награду, пятерка мечей, все, враг повержен, все отлично, мы все сделали, не докопаться и не подкопаться. Да, действительно, он участвовал, но он как стоял на шухере, как стоим на стреме и смотрим, чтобы никто ничего не увидел. Здесь я не вижу, что конкретно именно он стрелял или конкретно именно он что-то делал с Григорием Распутиным. Здесь король кубков сидит и смотрит со стороны, попивает вино. Сколько было всего убийц? Сколько всего убийц было у Григория Распутина? Сколько всего убивали людей Григория Распутина? Сколько всего было убийц? Сколько всего было убийц у Григория Распутина? Аж пентакли снова выходит, да? Рыцарь жезлов. Смотрим по картам двора, друзья. Какие карты двора выходят? Причем рыцарь жезлов, паш пентакли как-то так что-то не получилось. Четверка кубков не до конца получилось. Вполне возможно, хотели чем-то напоить, он не пил. Потому что в официальной версии говорят, что он выпил яду, якобы восстал. Но здесь такое ощущение, что сначала должны были отравить. Но потом совершилось нападение, потому что он не выпил что-то, что должен был. Хорошо, двоих я точно вижу. Двоих мужчин, да, паш пентакли, рыцарь жезлов. Тот, кто постарше, побольше. Четверка кубков должны были отравить, не отравили. Король жезлов, здесь еще кто-то побольше, да, поболее, кто-то властный, уже 3 персонажа. Карта смерть, сама смерть, собственно говоря, да, должна была произойти от их рук. Карта повешенной. Смерть и повешенной, это, собственно говоря, заманить человека в тиски, в какие-то паучьи лапки, потому что здесь паук у нас нарисован, и совершить над ним самосуд по четверке кубков, чем-то отравить, но не получилось. 3 персонажей я точно вижу. Кто еще участвовал в убийстве Григория Распутина? Был ли кто-то еще или нет? Карта, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Был ли кто-то еще или нет? Колесница. Все, я вижу только 3. Я не вижу 5 человек, которые были по официальной версии. Я вижу 3 мужчин, которые скорее стали замывать свои следы в прямом смысле этого слова, потому что тело почему-то выбросили в реку Мойку, насколько я знаю. Давайте узнаем мотив убийства. Мотив убийства Григория Распутина. И от чего умер, еще узнаем. По официальной версии в него 3 раза стреляли. Тройка мечей как раз говорит о том, что вполне возможно это было 3 пули. Мотив убийства Григория Распутина. Мотив убийства Григория Распутина. Он стал выходить за рамки дозволенного. Он почувствовал вкус. Двойка пентаклей. Ни тем, ни другим, ни себе, ни вам, ни окружающим. Я чувствую вкус. И туз пентаклей – это очень яркая фигура. Очень яркая фигура, которую нужно убирать. Мотив убийства. Да, яркая фигура, которую нужно убирать. Все, она уже не заслуживает внимания, точнее, она заслуживает очень высокого внимания и почтения. Он начинает переходить рамки дозволенного, поэтому по 5 жезлов его нужно гасить, как говорится, да. Здесь вот об этом речь. 9 пентаклей, он начинает мимикрировать, подстраиваться под общество, он начинает нас обманывать, он начинает работать не по правилам, выходить за рамки дозволенного и выходить из-под контроля. Справедливость – это карта, помните, характеристика личности Григория Распутина, карта надменности, дьявол, привязки, аддикция, начинает заниматься распутством, вполне возможно, чего не оговаривалось заранее, поэтому его нужно было убирать как проект, который должен был совершить что-то совершенно другое, прошу прощения еще раз за тавтологию, но здесь он вышел немного в другие рамки, скажем так, да, то есть совершенно по-другому начал себя чувствовать, ощущать. Много себе позволил, давайте вот так. И его нужно было как проект убирать. Ни зависть, ни корысть, ни что-либо еще. Не потому что действительно ему завидовали, да, вот по официальным источникам, а потому что его нужно было просто убрать как проект. Теперь посмотрим, от чего умер Григорий Распутин. Понятное дело, что в него стреляли.
но не факт, кстати. От чего умер Григорий Распутин? Причина его смерти. От чего умер? От чего умер Григорий Распутин? Причина смерти. Верховная жрица. Тайна. Что за тайна? Смерть кармическая, кстати, да? Колесо фортуны крутится, как будто бежит в движение. В движении бежит и потом падает. В движении бежит и падает. Колесо фортуны крутится, крутится, идет, бежит, катается по полу, может быть, да? От чего именно умер? Причина смерти. Вода. Тут знаете, о чем речь, друзья? Умер не сразу. Как впадает человек либо в кому, либо в забытье какое-то, бежит, и что-то в него как ударяется или стреляет действительно, да? Верховная жрица здесь тайна, которая не открыта до сих пор. То есть в официальных источниках этого нет. Иду, я все еще живой. Карта страшного суда. Это как человек либо впадает в кому, либо в забытье, либо потом умирает в коме, либо во сне. Вода. Вот что-то с водой. Вода, после воды я перехожу в новое. Сейчас, друзья, еще одну карту вытяну. Не совсем понимаю, о чем речь. Вода. Что добило Григория Распутина? Какова причина его смерти? Что добило Григория Распутина? Какова причина смерти Григория Распутина? Назовите мне причину смерти. Туз мечей, что-то острое. Ну, тут на самом деле могут быть пули, я бегу, в меня стреляют. Но умираю я не сразу, а как впадаю в кому или в забытье, и умираю уже в воде. Друзья, вот здесь, скорее всего, об этом речь, да? В воде я уже теряю полностью себя. Десятка пентаклей, десятка – это переход во что-то новое всегда. Туз мечей – это что-то острое. Пронзили чем-то острым. Либо ножом, либо пулями, действительно, да? Поработали над этим. Хорошо поработали над тем, чтобы пронзить меня пулями или чем-то другим острым. Но умираю я почему-то в воде. Тогда, когда я в воде, я перехожу на другой берег. Здесь другой берег жизни. Здесь вот об этом речь. На лодке переправляют людей на другой берег, в другую жизнь, в смерть. Скорее всего, все-таки от пуль, друзья мои, только умер не сразу, а как умирал или истекал кровью тогда, когда его бросили в воду. А зачем тело бросили в воду? Давайте узнаем. Прошу прощения за такое долгое повествование, просто нужно было добить до конца этот вопрос. Зачем тело Григория Распутина бросили в воду? Зачем тело Григория Распутина бросили в воду? Зачем тело Григория Распутина бросили в воду? А тут как какой-то ритуал, друзья. Тут должно было что-то завершиться, закончиться. Ритуальный, как жертвоприношение какое-то. Тут ритуальное какое-то убийство, понимаете, да, о чем речь? Карта маг. А карта четверка жезлов. Завершить начатое, завершить ритуальное убийство. Карта маг, это здесь, конечно, научная у нас карта больше, но здесь что-то завершить. Завершить и прийти к единому целому. И нужно 4, как 4 стихиями воспользоваться. Вот знаете, вот здесь, я извиняюсь, у меня расфокус здесь. 4 стихиями воспользоваться. Вода, огонь, земля, воздух. У меня вот приходит на ум вот 4 стихии. Для того, чтобы совершился какой-то ритуал. Тройку кубков, и 3 человека празднуют победу. Как победа после того, как человек ушел. Совершился ритуал, он закончился. И ритуал завершился вода, земля. Ритуал завершился в воде, а потом в земле. То есть здесь был воздух, вода, земля, огонь. Огонь – это, скорее всего, огнестрельное оружие, да, вполне возможно. Здесь вот какое-то ритуальное убийство, друзья, для этого его сбросили в воду. Не просто так. Это необходимо было сделать. И последний вопрос, друзья. Для чего сожгли ли тело Григория Распутина после революции? Поговаривают, что тело Григория Распутина после революции сожгли. Для чего, если это так? Сожгли ли тело Распутина после революции? Правда ли это? Давайте посмотрим. Правда ли это? Да, действительно сожгли. Карта звезда для того, чтобы развеять, как развеять или слить ресурсы, или стереть до конца с лица земли, для того, чтобы была пашня, для того, чтобы окончательно с ним расправиться, для того, чтобы больше не было этого человека, как не было перерождения что-то, что ли, я имею в виду. Здесь забрали что-то с головы или как голова, для того, чтобы тело не перерождалось, для того, чтобы душа не перерождалась, для того, чтобы дух не переродился больше, туз жезлов, что-то главное забрали, корона. Солнце, голова, эгоизм.
что-то забирают у человека и отправляют на все 4 стороны, на все 3 стороны здесь в данном случае, развеют пепел по ветру, и больше его не будет, этого человека. Здесь действительно тело сожгли в конце. И это было необходимо, как даже для завершения ритуала, скорее всего, друзья. Если у вас есть какие-то вопросы по Григорию Распутину, прошу вас, пишите. Самые интересные вопросы, мы будем делать на них шорт-видео для того, чтобы ответить на них. Друзья, я напоминаю вам, что у меня есть личные расклады, обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами, личными раскладами просьба обращаться в личку. Личка указана в комментариях под любым видео. А я вас очень люблю и до новых встреч!